Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что делать, если хочется шампанского, цветов и бриллиантов, а есть только странные обрезки тканей? Опять проснулась не в Париже, опять на завтрак не коньяк, и принца под окном не вижу, да и погода кое-как. Но мы же волшебные на всю голову, а если руки золотые, то неважно, из какого места они растут. В общем, ночь не могла есть, день не могла спать, все думала, как же мне свою идею воплотить. Подозреваю, что и до меня такое шили, но каждая мастерица работает с тем материалом, что у нее есть, и делает так, как ей удобнее. А у меня есть клеевой флизелин. Сделала запас самого недорогого из интернет-магазина. Ширина его была 90 сантиметров. Вот и получились квадраты 22,5 на 22,5 сантиметров. Их разрезала по диагонали. Работать будем с прямоугольными треугольниками. Уложим их клеевой стороной наверх. И от одного угла отложим по обеим сторонам отрезки по 17 сантиметров. Соединим эти точки. А от другого угла отложим по 10 сантиметров и тоже проведем линию. Обратите внимание, детали должны быть не одинаковые, а симметричные. Разделим треугольники из клеевого флизелина на две кучки, и на них будем по-разному делать разметку. Начнем работать с центральной частью. Если хотите, то можете вырезать из бумаги шаблон такой формы, но можно и просто обвести нужную деталь. И еще момент. С тех сторон, где мы подгибали углы, надо сделать припуски на швы примерно 7 миллиметров. Ваш обычный припуск, когда вы шьете. Самое главное, не запутаться в раскладке. Рекомендую сразу же деталь из ткани сколоть булавочкой с клеевым флизелином. А дальше уже перебираем наши обрезки и смотрим, что нам подходит по длине и по цвету. Наша задача мелкими цветными лоскутками закрыть свободные углы этой клеевой основы. Конечно, в качестве основы можно использовать любой другой материал. И старые простыни, и бумагу, и спандбонд, нетканный материал. Можно вообще ничего не использовать. Но я шью так, как мне удобней, из того, что есть у меня под рукой. А вы будете шить, исходя из того, что есть в вашем распоряжении. Нашитые полоски разворачиваем. Это хлопок. Сгиб хорошо фиксируется, даже если провести ногтем. И пришиваем следующую полоску. Так мы заполняем всю основу. Процесс этот залипательный, потому что приходится перебирать, пересматривать лоскутки. И никто не знает, что именно вам попадет под руку. И узоры могут получиться самые непредсказуемые и интересные. Когда все дошито, берем утюг и проутюживаем наши заготовки. Воспользуемся мини-гладильной доской, которую можно сделать самим из разделочной доски. И прекрасно, что у меня есть очень удобный рабочий стол.
Очень удобно работать за профессиональным швейным столом Комфорт 7. На сайте компании Комфорт, производителя специальной мебели для бытового швейного оборудования, вы можете заказать такую или любую другую модель. Все ссылки найдете в описании под видео. Сами видите, клеевой флизелин очень хорошо укрепляет ткани. По линейке проверяем все линии и отрезаем лишнее. А сейчас приступим к самому интересному. Будем собирать узор. Мы ведь специально не подбирали ни цвет полосок, ни ширину. Шили по божественному вдохновению. У Бога нет других рук, кроме наших. И пусть пока у нас что-то не получается, но мы же учимся. В общем, если долго мучиться, что-нибудь получится. Когда нас полностью все устраивает, приступаем к соединению деталей. Первым делом сошьем, соединим квадраты. При работе надо следить за тем, чтобы совпали уголочки в местах начала темно-синих деталей. Отшитые заготовки проутюживаем и собираем окончательный узор. Сначала соединяем, прошиваем 2 верхних квадрата. Затем сразу же, не обрывая ниток и не делая никаких лишних стежков, присоединяем и 2 нижних. Смотрите, когда мы их развернем, центр на месте. Остается только прошить горизонтально. Припуски на швы направляем в разные стороны, чтобы не было лишних утолщений. Заготовку тщательно проутюжим с паром и продолжим с ней работу. В моих запасах нашлись небольшие кусочки термостежки. Соединим их в одно полотно и продолжим работу. Красивую лоскутную деталь сколем вместе с термостежкой. Подкладку выкраивайте чуть больше лоскутного верха. Конечно, можно сделать классический вариант сэндвич с синтепоном и внутренней частью. Скалывать начинаем с центра заготовки и движемся к краям. Стежку сделаем самую простую, прямыми линиями. Задумка такая, что это большой сияющий кристалл. Линиями швов подчеркнем грани, придадим объем и фактуру. Надеюсь, что вы все догадались, что хотела в сегодняшней работе передать игру света и цвета в драгоценном кристалле или бриллианте. Не знаю, насколько это получилось, но, во-первых, я старалась, а во-вторых, я художник, я так вижу. Давненько я бриллианты не смотрела, уж и забыла, как они выглядят. Кстати, недавно прочитала замечательный совет для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Возьмите крупный бриллиант, положите его в стакан с водой и оставьте на ночь на подоконнике, чтобы на него падал лунный свет. А утром эту воду надо выпить. Рецепт восхитительный. То есть покупайте этот крупный бриллиант в кредит, потом отдаете всю зарплату на его погашение и питаетесь только хлебом и водой. Гениальный ход. Результат 100%. Когда все прошили, подровняем заготовку, обрежем лишнюю ткань. После этого приступим к оформлению задней части. Первым делом простегаем с термостежкой, уплотним кусок бязи такого же цвета, как и лицевая сторона, и вошьем молнию. Сначала пришьем одну половинку молнии к сложенной вдвое полоски бязи,
А потом к другой половинке молнии пришьем большую простеганную деталь. Можно сделать наметку иголкой с ниткой, можно заколоть булавочками. А теперь смотрите внимательно. Молния пришита, но нам надо ее спрятать. Формируем складочку. Молнию не видно под этой тканью. Зацепим иголочками это соединение и прошьем на швейной машинке. Все прекрасно получилось. Молния спрятана в клапан, и ее не видно. Сложим вместе две готовые части лицевыми сторонами наружу. Заколем булавочками и сделаем шов по краю. Так нам будет удобнее работать дальше. Открытые края мы обработаем бейкой. Выкроем прямую полоску ткани шириной 5 см. Как это делать, я уже не раз показывала в своих видео. После того, как прошили один край бейки, отворачиваем ее на другую сторону, дважды подгибаем и прошиваем на швейной машинке. Вот такая красота у нас получилась. Я показала, как шить небольшой блок 40 на 40 сантиметров. А при желании можно нашить несколько таких деталей и соединить в большое полотно. И у вас получится целая россыпь драгоценных сияющих кристаллов разного размера, и больших, и маленьких. Это только в видео все кажется быстрым и легким, а на самом деле над этой подушкой пришлось поломать голову. Дорогие мои девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею, показала один из способов ее воплотить. Шейте, творите, у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. В описании под видео вы найдете ссылки на все мои соцсети и на Дзен. В моих группах вы можете показать свои работы, спросить совета, поделиться опытом. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. На одном кофе и 2 комплиментах женщина может продержаться весь день. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!